Сейчас я побегаю чуть-чуть. Ага, вот. Помолчи, и я расскажу. На расспросы нет времени. В детстве тебе часто снились кошмары. Ты вечно из-за них плакал. Но это были не твои сны, а мои. С самого младенчества я грезила о береге. Не только во снах, но и наяву тоже. В этих грезах я наблюдала конец света множество раз. Бесчетные катаклизмы, убивавшие жизнь на планете. Снова и снова и снова. Сначала я не понимала, что я вижу и почему. Но это было не самое плохое. Были и другие грезы, пострашнее. О смерти и разрушении. О массовом вымирании. Как сейчас. И это я должна была все уничтожить, вызвав последний выход. Что я и сделала. Что она и сделала? Первая операция. Мне было всего 20. Я открыла глаза и увидела перед собой берег. Но когда я пришла в себя, я снова была на больничной койке, разорванной между двух миров. Бриджит, моя Га, в том. Амелия, моя Ка, в этом. Каким-то образом мы обе сосуществовали. Но вскоре проявилась разница. Старело только тело Бриджит, а Амелия оставалась все такой же. Тогда я решила соврать. Я сказала людям, что Амелия моя дочь. Дочь, страдающая от болезней, растущая без отца. Взгляни. Амелия. Ам. По-французски душа. Выдуманная душа. Не было никакой Амелии, только я и берег. Сначала я считала это проклятием. Но потом я подумала, может, это мне на руку? Я попыталась узнать больше о береге. Думала, что так я найду ключ к истолкованию моих видений будущего. Я поняла, что берег соединен с другой стороной. Значит, где-то за его пределами хранилась память о самом времени. В том числе обо всех организмах, что когда-либо жили. 4,5 миллиарда лет биологической истории. Истории, что, возможно, ведет отсчет с рождения Вселенной. Мои поиски этих знаний привели к созданию хиральной сети и всего остального. На передаваемые через берег данные не действовали ограничения времени. Расчеты, на которые ушли бы годы, не стоили никаких усилий. Все то, что Земля утратила и забыла, можно было воссоздать заново. Но вскоре после начала исследований произошел первый выплеск. Я думала, что время на исходе, что мои кошмары воплощаются в жизнь. Поэтому я и постаралась завершить сеть как можно быстрее. В прошлом есть все ответы. Нужно было только сложить их воедино. Сеть, которая свяжет наш мир с берегом.
Я думала, это и есть решение. И я начала исследование ББ. Детей, прикованных к той стороне. Из-за чего возникает фактор вымирания? Чем были вызваны предыдущие 5 катаклизмов? Ответы на эти вопросы помогли бы предотвратить 6-й. Я основала Бриджес, поставив себе целью протянуть хиральную сеть по всей территории Америки. Но чем дольше я вела войну с неизбежным, тем слабее становилась. У моей Га был рак. Может, меня покарал Берег за то, что я отказывалась ему подчиниться. И вот однажды моей Га не стало. Я не ее сжег. хотела до конца. Поэтому я попросила тебя, и ты справился. Ты помог нам завершить сеть, помог восстановить память обо всем, что довелось испытать Вселенной вплоть до этого мига. Мы получили ключи ко всем загадкам, и к этой. Однажды произошел взрыв. Он породил пространство и время. Но скорее, это была большая случайность. Эти сгустки материи и антиматерии должны были уничтожить друг друга без следа. Но каким-то образом один крохотный кусочек материи уцелел, и этого хватило. Хватило, чтобы создать наш мир и все, что в нем есть. Мир случайный, мир без равновесия. Порядок неизбежно уступает хаосу. Все, что живет, неизбежно умирает. Как будто Вселенная стремится вновь обратить нас в ничто. Может, большая пятерка — это ее самые удачные попытки. Но каждый раз от жизни что-то оставалось, и этого хватало, чтобы снова расплодиться на зло воли космоса. Знаешь, я начинаю думать, что угроза вымирания — это защита от глобального уничтожения. Она вынуждает нас бороться за жизнь, превозмогать, быть. Так, вместо того, чтобы задушить жизнь, большая пятерка ее разожгла. Из пепла возрастает новая жизнь. Сильнее, мудрее. Она наследница самого мироздания. Она не хочет сдаваться на милость Вселенной, говоря, это только начало. Вымирание — это возможность. В тот день я дважды спустила курок. Это была ошибка, я поняла сразу. Я нашла твой берег, бросилась искать тебя. Сэм, вот ты где. Ты хочешь домой? Пойдем домой. Я хотела навсегда избавить тебя от оков смерти. Не бойся. Я знаю дорогу. Но этим поступком я расшатала природное равновесие жизни и смерти. Я просто хотела тебя спасти.
Я же фактор вымирания. Моя судьба — привести наш вид к гибели. Но в тот момент ты стал частью этой судьбы. Ты стал возвращенцем. Через Дум мои кошмары стали передаваться людям по всему миру. Я втравила в это тебя и других, у кого есть Дум. А вскоре после произошел выход смерти. Мертвецы вцепились в наш мир, и твари, перебравшись через мой берег, поглотили их, вызвав новые выплески. Так мир устремился навстречу своей погибели. Ну а мне не оставалось ничего другого, как наблюдать за происходящим с берега. Либо приблизить последний выход, избавив нас от мук. Из этих двух вариантов я выбрала быструю смерть. Но для этого мне требовалось, чтобы здесь был ты. Часть меня. И я бы лицезрела конец всего сущего, стоя рядом с тобой. Но теперь я понимаю, есть альтернатива. Отрежь меня, Сэм. Сам фактор этого сделать не может. Но в грезах я видела и другое будущее, твой выбор. Где вымирание — это шанс спастись от уничтожения. Оружие тебе не поможет, но оно еще сыграет свою роль. Сэм, слушай, это я снова свела вас с Клиффом вместе. Я хотела, чтобы ты кое-что осознал. Тебя не бросили. И ты не одинок. Не понимаешь? Ты должен жить. Вон, видите, эти 5 фигур на небе. Вон они. Лондонский мост падает. Лондонский мост падает. Ой, она идет. Она тварь. Конченая тварь. Сэм! Сэм? О, я их нашла! Что? Где? Вот здесь! Я вижу! Сюда! Слушай! Он там! Сэм! Сэм! Сюда, Сэм! Дэдман! Сэм, мы идем! Фрэнсис, готова? Готово. Сэм! Сэм! Вижу. Так, Лу, доставь меня к Сэму. Пусть ему для моста стал железом.
Не сдавайся. Связь еще держится. Попался! Так, мы вернулись. Сейчас, по-моему, надо будет пойти в крематорий с ББ. Слишком долго мы жили порознь, как чужие, отгородившись друг от друга стенами. Но теперь, с завершением хиральной сети, мы сможем пойти дальше, как единый народ. Сегодня мы с вами празднуем рождение новой нации. Новой нации для нового мира. Соединенных городов Америки. Когда-то я поклялся беречь и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И хотя той гордой республики больше нет, мы остались. И потому как ваш президент, я даю клятву беречь и защищать вас, народ. Мы больше не будем возводить разделяющие стены и прятать лица за масками. Барак Обама. Да здравствует новая Америка. Америка, где можно смотреть в глаза и можно не бояться открывать душу. Привычки держат нас. Но я верю, дорогие сограждане, что у нас хватит сил и мужества, чтобы отринуть прошлое и обратить взор в будущее. Выход смерти – часть этого прошлого. Мрачная тень. Напоминание о том, что могло с нами быть. То, что мы собрались здесь сегодня, говорит не о силе духа отдельных людей, а о нашей способности сплотиться. О бузах между нами. О нашем совместном величии. Ничто в мире не вечно. В том числе и мы. Но покуда мы ценим мгновение, черпаем радость в ожидании будущего, надеемся и не отчаиваемся, мы выдержим. Президент Бриджит Стрэнд и ее дочь Саманта Америка Стрэнд пожертвовали всем ради надежды на то, что мы, народ, объединимся. То, что они уже не увидят
плоды своих трудов наполняет нас безмерной грустью. Но нас утешает осознание того, что память о них будет жить в хиральной сети и в наших сердцах. Отныне мы навсегда связаны. В этой истории есть еще один герой. Тот, чьи подвиги обречены на безвестность. Америке нужен этот герой. Этот человек, без которого нас бы здесь не было. Его имя не важно. Вы знаете, о ком я. И вот что я скажу этому невоспетому герою. Это ты свел нас всех вместе. Ты исцелил наш народ. И хотя мы рано или поздно покинем этот мир... Ты уходишь, Сэм? Так наскучило быть героем? Да, хватит с меня. Ее нет. Подожди. Надо сказать тебе кое-что. Ха-ха. Тебе это больше не мешает? Это же здорово. Так вот, тебе не интересно, как мы вернули тебя с берега? Мы хотели использовать куклу, но под рукой не нашлось. И тут я вспомнил про другую вещь. Это то, о чем я думаю? Да, что крепче связано с берегом Амелии, чем пуповина президента Стрэнд. Хартман считал, что для этого она мне ее и передала. К сожалению... Не сработало. Да, она уже отрезала свой берег. Он просто исчез. Мы не знали, то ли она утащила тебя на ту сторону, то ли отправила на другой берег. Мы долго ломали над этим голову. Хартман и мама порознь пошли прочесывать все берега, куда тебя в принципе могло вынести. Мы искали тебя целый месяц, но, к сожалению, безрезультатно. Месяц снаружи. А сколько внутри? Поверь мне на слово, тебе лучше не знать. Но не волнуйся. Мы не нашли признаков ускоренного старения. В итоге, вот что привело нас к тебе. Когда мы уже были готовы сдаться, Дай Хардман вспомнил про револьвер. Мы пошли за ним, и он завел нас в дальний уголок твоего берега. Там-то ты и был. Мама первая тебя увидела. Она опознала тебя с наблюдательной точки на той стороне. Она сообщила Локни по их связи, а Хартман подтвердил твою позицию в ходе своего погружения. План был такой. Фреджайл должна была забросить меня вместе с Лу к тебе, чтобы мы тебя вытащили. Но не так-то просто переместить нескольких человек на чужой берег на продолжительный срок. И вот здесь пригодилась пуповина. Мы сплели их из ДНК президента Стрэнд. Они действуют как узел, связывающий нас. Президент предвидела, что все так и будет. Иронично, правда? Револьвер, с которого начался весь кавардак, стал ключом к твоему спасению. Амелия сказала, что это не только оружие. Не оружие, но леер. Палка, ставшая веревкой. Что ж, можно и так выразиться. Сэм, ты не представляешь, как давно мне хотелось тебя обнять. Я тебе еще кое-что расскажу. Гостайна. Это насчет Клиффа. Мать ББ некая Лиза Бриджес. Гражданская жена Клиффа. Лиза Бриджес? Убийца Клиффа значится в архиве под именем просто Джон. Служил в спецназе США. И доблестно, судя по всему. Впоследствии стал помощником президента. Она поручала ему мокруху. Согласно записям, после смерти Клиффа он исчез. Его объявили в розыск. Потом сочли, что он погиб. Только, как видишь, этот орешек так просто не раскусить.
Наш Джон облачился в маску и взял себе новое имя. Но хиральную сеть не обманешь. Мы подняли старые записи, и мама спрятала их в архиве. Кроме нас, доступ к ним есть только у тебя. Посмотри, если захочешь. Но я тебя предупреждаю. Президент промышляла очень грязными делами. Я ему не верю. Но если надо, я готов с ним работать. Поговорим потом. Сэм! Я не жду, что ты меня простишь. Но хотя бы выслушай. Я убил капитана Клиффорда Унгера. Я мог бы сказать, что ради Америки. Из любви к стране. Но это не так. Все ради нее. Потому что любил ее всем сердцем. Она была для меня всем. Просто всем. Я не пытаюсь перед тобой оправдаться. Я просто хочу сказать, не проходит дня, чтобы я об этом не пожалел. Время не лечит, как и маска. Сэм, дай договорить. Он... Капитан спас мне жизнь. Знаешь, почему я до сих пор живой? Потому что он не давал мне погибнуть. Он каждый раз вытаскивал меня из пекла. И я любил его так же сильно, как и ее. И когда он взглянул на меня, этот призрак, я понял, он пришел меня убить, покарать меня. И был бы прав. Почему он не стал? Он не смог спасти ребенка. ББ. Вот поэтому он и вернулся. Наверное, когда он увидел, что я стараюсь на благо Америки, он вспомнил, кем был, и он простил меня. Черт! Но я этого не заслуживаю! Мой грех ничем не искупить! Господи! Ах! Но может, это вместо искупления. Может, он вернул меня, чтобы я кое-что сделал в последний раз.
чего он хотел. Чтобы я остался Дай Хардманом. Нет. Не хотел. Кому нужен президент, считающий себя бессмертным? Если не боишься смерти, как можно ценить жизнь? А жизнь сейчас держится на волоске. От привычек трудно избавиться. Но мы должны себя превозмочь. Иначе нам не построить новую Америку. Оружие тебе не поможет. Это ее слова, не мои. Спасибо, Сэм. Здравствуй. Я тебя дожидался. Он умер? Бедный ребенок никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. В итоге поступил приказ об утилизации. Нельзя рисковать. Может начаться некроз. Я решил, ты захочешь сделать это сам. Ты можешь попробовать вынуть Лу из капсулы, если, конечно, хочешь. Но это будет явным нарушением отданного тебе приказа. А раз теперь мы правда нация, нужно соблюдать закон. Я просто не смог себя заставить. Но и нарушить приказ президента я тоже не могу. Ты пойми. Ладно. Я пойду в крематорий. Пока ты не ушел, мне надо кое-что сделать. Я отключил твои браслеты. В данный момент ничто не мешает тебе их снять. Если это сделать, UCA никаким образом не сможет тебя обнаружить. Ты станешь невидимым. При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится. Надеюсь, ты запомнишь мои слова? Да, непременно. Спасибо за все. Как погода? Зонтик тебе не понадобится. Я все-таки решила пойти по стопам отца. Не бойся. Больше я с террористами работать не собираюсь. Я полагаюсь на UCA. Мы первая официально одобренная частная компания доставки. Значит, дела у тебя пошли в гору. Мои поздравления. Спасибо. Стой. Хочу тебе кое-что сказать.
Я не убила Хиггса. Духу не хватило. Я дала ему выбрать. Смерть или вечное одиночество на берегу. Ожидаемо. Ты ведь не любишь ломать вещи. Ну да. Я нахожу, ремонтирую и соединяю. Мое имя Фрэджайл. Но я не хрупкая. Поработаешь со мной? Ты бы мне пригодился. Мир по-прежнему разбит. Как и раньше. Ну, разбит. Но мы-то живы. Мы двигаемся дальше. Нет, не все. Не я. Да брось. Ты ведь воссоединил Америку. Помнишь? Но в ней нет места для меня. Меня ничто ни с кем не связывает. Я все равно, что мертвец. Я чувствую себя так же, как тогда в пещере. До сих пор. Не притворяйся, что ты все такой же. Ты научился касаться, чувствовать. Ты сблизился с людьми. С нами. Все, чего я касаюсь, умирает. Сэм! Пойдем, Лу. В последний поход. Так. Песня классная вот эта. По-моему, твари уже не будет около крематория.
чего начинали, тем мы заканчиваем. Те же лестницы, только ржавые, которые Игорь построил. Мы на месте. Слышишь меня, Лу? Бедный ребенок никогда и не жил. По крайней мере, в нашем мире. Спасибо за все. Это дитя особое. Единственное. Кандидат в ПП? Либо да, либо... Жертва. Основание. И мост. Смотри, космонавт. Человеку все покоряется, даже космос. Тебя скоро выпустят. И как только все это закончится, мы отправимся куда захочешь. Что вам нужно? Охренеть. Джон, это ты? Капитан, что вы здесь делаете? Мою жену положили сюда. Что бы ни случилось, как в том году. Вы про выплеск? В Манхэттене? Мне очень жаль. Я не знал, что муж — это вы. Мы так не договаривались. Вы обещали сделать все возможное для спасения ББ. Так и есть. Но мы пока не можем отпустить вашего сына, поверьте мне на слово, так будет лучше. Поверить женщине в маске, которая лжет мне без конца. Мой долг защищать нашу страну. Ложь – досадная необходимость. Президент выдал мне максимальный уровень допуска. Я временно отключил охранную систему. У нас есть лишь 5 минут, сэр. 5 минут на разговор. Наедине.
Забирайте ББ и уходите отсюда. Жене вашей я помочь не могу. Простите. Вы были моим командиром, но я дал присягу президенту защищать ее и нашу страну любой ценой. Если она мне приказывает, я должен подчиниться. Обязан. Но вас я знал еще до нее. И ваша семья не заслужила такой участи. Зачем ты мне помогаешь? Если тебя схватят. Потому что вы спасали мне жизнь, сэр. Не раз и не два. Штабные посылали нас в самое пекло, а вы возвращали нас домой. Тогда я считал себя неуязвимым, эдаким героем-победителем. Но это не я герой, а вы, сэр. Благодаря вам я все еще жив. И мне пора вернуть этот долг. Завтра вашего сына перевозят в другую больницу. И это будет конец. Он послужит основой для новой коммуникационной сети. Жертвой во имя страны, которой больше нет. Я записал все, что вам нужно знать. Так они не отследят утечку. Прочтите и сожгите. Дальше дело за вами, сэр. Я возвращаю его вам, сэр. Я не могу отключить системы жизнеобеспечения отсюда. Система не позволит. Что ж, похоже, остается только это. При остановке сердца срабатывает тревога. Я изменил параметры, чтобы обмануть датчики. Но времени будет мало. Не больше 5 минут. Поспешите, сэр. Второго шанса не будет. Прости меня, Лиза.
Не бойся. Я о нем позабочусь, обещаю. Обещаю. Моя Аномализа. Прости. Бебе. Бебе. Бебе, ты слышишь? Ты слышишь? Это папа. Вот это все сейчас показали флешбеки, которые, знаете, когда мы с убежища выходили, их и показывали. Я отключил твои браслеты. В данный момент ничто не помешает тебе их снять. Если это сделать, UCA не узнает, где ты, и не сможет тебя найти. Ты станешь невидимым. При запуске крематория подключение к сети автоматически восстановится. Ты можешь попробовать вынуть Лу из капсулы и посмотреть, что будет. Но это станет прямым нарушением приказа руководства. Без капсулы оно работать не сможет. Вероятность полного отказа при извлечении достигает 70%. Да, тут лететь, что делать?
я кину, да? Я него хотят застрелить. Что делать-то, блядь? Что-то надо... с этим клифом сделать или что? Да. Окей. Стоять! Эй, опусти! Бросай! Опусти! Назад. Назад! Отставить, отставить, отставить. Хорошо. Вали его! Отставить! Я разберусь. О, Боже. Простите, капитан. Стоять! Ясно? Вы тоже? Стоять там! И не стрелять! Жаль, не вышло, Джон. Стоять! Отойдите, сэр, или мы откроем огонь. Там тупик. Он в ловушке. Служба охраны разберется.
Он сам! Панель допуска не работает. Придется ломать. Неси инструменты. Прости, Лиза. Я не сумел. Я все испортил. Без допуска нельзя. Никому не уходить. Но он же там, сэр. Я видел. Тебе показалось. Иди там посмотри. Иди. Есть, сэр. Нет, открывайте, он там. Тресни давай. Бебе. Не бойся. Все хорошо. Я всегда с тобой. На закате под небом алым мой малютка зевнет устало. Ни за что я не перестану своей любовью согревать тебя. Когда я узнал, что стану отцом, я испугался. Испугался того, что это значило. Я должен был позаботиться о вас любой ценой. Я просто не мог больше рисковать своей жизнью. Не мог оставить вас одних. Не мог. Отойдите от него! Живо! Я все перепутал. Перепутал. Отцовство меня не испугало. Я стал храбрым. Прости, что я только сейчас это понял. Капитан, как же так? Не повторяй моей ошибки. Будь собой. Собой. Господи. Капитан, прошу, отдайте ребенка. Стреляй, Джон. Отдайте. Пожалуйста. Стреляй! Я дала тебе приказ, стреляй!
Тебя зовут Сэм Портер. Но ты Сэм Бриджес. Мой сын. Мой мост в будущее. До тебя я был не человек, а камень. Тупик. Преграда на пути. Просто препятствие, взиравшее на мир, который строили люди вроде тебя. Разделять других — это все, что я когда-либо умел. Но ты другой, Сэм. Ты сближаешь людей. Ты их мост в будущее. И мой. Давай, Сэм. Вставай. Это я? Господи! И ББ тоже! О, нет. Нет, 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 нет! Нет! Сэм. Вот ты где.
Ты хочешь домой? Пойдем домой. Не бойся. Я знаю дорогу. Проснулся. С возвращением. Вы же понимаете, что ББ из него уже не выйдет. Он ведь больше не связан с той стороной. Это я срезала пуповину. Да, знаю. Бессмертный возвращенец в мире живых. Нам его списать? Фигурально выражаясь. Выньте его из капсулы. Воспитаю как сына. Давай, Лу. Очнись. Давай, Лу. Давай, Лу. Давай. Давай, детка. Давай. Давай, ну очнись. 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 Очнись! Давай, Лу, очнись. Лу.
Ну вот, собственно, сама концовка. Я надеюсь, вы поняли, в чем прикол. Вот. Итак, вкратце накидаю. Этот Сэм, это сын этого Клиффа. Вот почему он возвращенец, потому что Бриджес, Амелия та же самая, она могла перемещаться на берега и обратно. Вот, и когда он умер, вы видели, да, его прострелил этот самый, этот Барак Обама. Пристрелил Клиффа, и он убил ББ, и ББ умер, но Амелия отправилась на берег, короче, чтобы его вернуть, поэтому он возвращенец. Вот, и она его вытащила из капсулы, когда она его сказала вытащить, она его воспитает как сына. Вот, офигенный сюжет, офигенный, я думаю, блин, было бы круто, если бы они сняли, ну, кино бы сделали. Вот. И по сути, поэтому он и боялся всех вот этих прикосновений. Это как болезнь называется, не помню. Ну вот, собственно, и все. Вот такая вот игра. Наиграно у меня уже больше 200 часов в нее. Это с тем, что я вам показал. Всем советую, если хотите именно пройти ее именно самим, поучаствовать в этом, построить всякие зиплайны, там, доставлять грузы, как это все делается. Я думаю, будет интересно. Я ее прошел в данный момент уже 4-й раз. Игрушка офигенная. И после завершения восстановятся все ваши постройки, вы сможете продолжать доставлять грузы, улучшать уровень связи звездочки и взаимодействовать с другими игроками. Вот, всем спасибо, кто посмотрел все части, кто посмотрел последние вот эти части, кто посмотрел много этих кат-сцен, кто участвовал. Вот. Игру мы на этом закроем, завершим. Вот, поставьте лайк, напишите комментарий, если вам понравилось, если есть какие-то свои мысли, там, что-то вам может не понравилось, что-то может вы как-то видели, что по-другому что-то будет, пишите, не стесняйтесь, этим вы поможете в развитии канала. А я с вами прощаюсь, но не навсегда. Мы начнем прохождение следующих игр. Всего доброго. Пока, ребят.